Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим нежнейшие пышные сырники без манки. Благодаря этому рецепту ваши сырники будут идеально держать форму, никогда не расплывутся на сковороде и будут с максимально нежной текстурой и невероятным творожным вкусом. Соблюдая всего 5 секретов приготовления, вы получите просто восхитительные сырники, как в ресторане. Очень вкусно. Какие нежные. Итак, начнем приготовление. Для идеальных сырников нам понадобится 5 либо 9% творог. Я расскажу, как приготовить идеальные сырники из каждого вида творога. Первый вид 9% с мягкой текстурой, слегка влажноватый, обязательно отжимаем, а измельчить можно просто вилкой. Второй вид 5% с более жесткими крупинками, обязательно перетереть через сито или измельчить слегка блендером. На вид абсолютно сухой, но его также обязательно отжать. И последний в брикете пастообразный, его ничем измельчать не нужно, но отжать от сыворотки обязательно. Почти любой творог нужно отжать от сыворотки перед приготовлением сырников. Если вы не отожмете сыворотку, они просто во время жарки потекут, расплывутся и получится у вас блинчики. Высыпаем в марлю либо плотную ткань и отжимаем хорошенько от сыворотки. Казалось бы, сухой творог, но вы сейчас увидите, сколько в нем жидкости. Вот это все нужно отжать обязательно. Вот если вы это не сделаете, тогда эта жидкость будет брать у вас, что вы будете делать, на манке, на муке, будет брать очень много, и тогда вы получите вместо такого творожного вкуса, получите такое забитое, не особо вкусное. И вот так вот, пока уже не будет выделяться эта сыворотка, отжимаем. Это первый секрет идеальных сырников. Смотрите просто вот сколько у меня получилось сыворотки с 2 пачек творога. Здесь 700 граммов творога. И вот какой творог получился. Единственный его минус то, что он такой вот крупинки очень жесткие. Так что нужно их перетереть через сито, либо же взбить блендером или вилочкой аккуратненько все перетереть. Все крупинки разбиваем. Если сильно жесткие, то без блендера либо сита точно не обойтись. Творог очень жесткий, крупинки очень тяжело вилкой все перебить, чтобы они получились нежными. И для этого будем взбивать блендером. Либо перетирайте через сито, оно у меня просто очень мелкое, поэтому это будет очень трудоемкий процесс. Все взбиваем блендером. В идеальную пасту я творог не измельчаю, а оставляю частично неизмельченные крупинки. Так будет и вкуснее, и чересчур интенсивные взбивания могут спровоцировать выделение дополнительной жидкости из творога. Дальше добавляем яйца. Будем добавлять только 2 желтка, без белка, потому что белок это также лишняя жидкость, которая нам не нужна в сырниках. Добавляем щепотку соли, 1,5 столовых ложки сахара. Сахара много не добавляйте, вы уже, думаю, знаете, что он тоже добавляет влажность. 1 пакетик ванильного сахара. И последний ингредиент – это мука. Идеально для этих сырников, конечно же, рисовая мука. Но я думаю, что многие хозяйки скажут, где мы вам возьмем эту рисовую муку, поэтому можно заменить пшеничной мукой. Я буду использовать пшеничную, но вот если вы попробуете с рисовой, это прям... неземной будет вкус сырников. Обязательно попробуйте. Добавляем 50 граммов пшеничной муки. И лопаткой хорошенько перемешиваем. Лопаткой либо ложкой нужно просто соединить ингредиенты между собой, но ни в коем случае не блендером. Вот такое вот тесто должно получиться. Можем проверить, слепить вот такой вот шарик, попробовать и посмотрим. Видите, оно практически не липнет. Слегка так липковатое, но муки уже можно не добавлять. Если у вас оно все-таки такое, знаете, прям вот видно, что еще нужно муки, тогда, конечно же, добавляйте. Максимум можете добавить 70 граммов муки. Но если вы все сделали правильно, первое, отжали творог, не добавляли белки, не добавляли много сахара, перетирали тоже правильно, соблюдали все правила, тогда у вас вот должна получиться вот эта идеальная масса. Оставлять, чтобы стояла эта масса, не нужно. В принципе, все готово к тому, чтобы формировать сырники. Припыляем стол мукой, разделяем тесто пополам и раскатываем в колбаску.
Так, лишнюю муку, если много, убираем. Вот так вот, много не надо. Здесь мука нужна только, чтобы вот оно не липло и удобно формировалось. Приятно лепится, ну просто, ну не тесто, а мечта. Посмотрите какое, ну супер просто. Раскатываем в колбаску и разделяем на несколько частей. Вот такие вот. Дальше формируем. Можно вот так вот ручками и немного ножом. Вот таким вот образом. Оп. Вот такие вот получаются. А можно вот таким вот стаканом. Вот таким вот образом. Опа. Получается, ну прямо-таки идеальный сырничек. И таким образом формируем все сырники. Идеальный сырничек. 10 идеальных сырничков готовы, но не менее важно их правильно пожарить. Разогреваем сковороду и добавляем рафинированного растительного масла подсолнечного, либо топленое масло, можно это на топленом масле делать. И на разогретую сковороду выкладываем сырники. И сразу ставим средний огонь. Есть два варианта обжаривания сырников. Первый вариант. Мы обжариваем с двух сторон до румяной корочки и далее запекаем в духовке при 180 градусах еще 7-10 минут до готовности. Если же вы хотите все сделать в сковороде, то этот вариант я вам также покажу. Утром я никогда не гоняю духовку, делаю все в сковороде. Но есть тоже технологии, как вот такие высокие, пышные приготовить до готовности, потому что и желток, и мука все-таки должно пройти термическую обработку и быть готовым внутри. Ну и третий вариант для заморозки. Просто обжариваем до корочки с двух сторон, не доводим ни на сковороде до готовности, ни в духовке, а просто замораживаем. И потом достаем, ставим в духовку, и у вас готовые свежие вкусные сырнички. Я покажу вариант приготовления на сковороде до готовности. Через 2 минутки на среднем огне переворачиваем на другую сторону. Сырнички перевернули и также на среднем огне, даже ниже среднего немножечко, вот у меня это 4 уровень. Накрываем крышкой и под крышкой несколько минут, чтобы они немножечко прожарились и внутри пропарились. Как определить, когда они все-таки уже готовы? Когда они такие надуются, как пирожочки, значит они уже вот внутри пропеклись. Так что как только они вот так вот надуются красиво, они готовы. Итак, прошло 3 минутки. Посмотрите, они так немножечко надулись. Вот, смотрим уже, готовы ли они с другой стороны. Да, все, готовенькие. Видите, они и прижарились, и надулись. Все, можем доставать. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Форму они не потеряли, ничего не поплыло, абсолютно все осталось, как мы положили на сковороду, так и достаем. Просто идеальные. Ну что, сырнички готовы. Просто посмотрите на эту красоту. Готовые сырники подавайте с медом, сметаной, джемом, либо сгущенкой. Главное, чтобы они были еще горяченькие. С чашечкой кофе или чая это идеальный завтрак. Ну что, давайте вместе попробуем их на вкус. Ну что, сырнички готовы? Давайте попробуем вместе. Просто красота, как в ресторане. Невероятно красивые, очень-очень ароматные. Пора попробовать. Так. Со сгущеночкой, поливайте там, чем вы любите.
Очень вкусно. Какие нежные. Вот супер нежные. Муки идеально. Если вы правильно добавите количество муки, тогда они будут ну просто вот, будто там только творог. И нет никаких вот этих загустителей дополнительных. Они такие творожные, мега просто нежные. Это самый главный вот момент. Не забить их мукой. Если вы будете соблюдать этот баланс, вы получите ну просто нежнейшие сырники. Просто нежнейшие. Конечно же, вы можете и запечь в духовке. В духовке они будут еще вкуснее. Все-таки вот духовка, она слегка прижарили, и в духовочку они будут такие прям кексики творожные, что-то вот такого вот, что-то среднее. Сырнички, кексики, вот вкусные. Супер рецепт, обязательно попробуйте приготовить, уверена, вам понравится. Мне очень понравился этот рецепт, я готовлю уже его не в первый раз, и с манкой люблю. Кстати, с манкой вы можете посмотреть у меня на канале, я добавлю ссылочку под видео. Так что, друзья, искренне советую к приготовлению, это действительно проверенный, очень удачный рецепт, вам обязательно понравится. Делайте все соответственно, как я говорила, все шаги повторяйте, и у вас получится, ну вот, превосходный результат. Обязательно пишите ваши отзывы, а если приготовите, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. С радостью вам отвечу и посмотрю на ваши вот такие вот прелестные сырнички. Всем спасибо, кто досмотрел меня до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и всем до новых встреч. Пока!